Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Ну что, тему распаковки и анбоксинга вы поддержали, сказали, что это интересно, да, и можно, грубо говоря, заниматься такими вещами. Ну что хочу сказать, продуктов на рынке огромное количество, да, и во всех рассказывать, наверное, будет долго и нудно. И для вас бы хотелось все-таки, наверное, показывать больше какие-то там новинки там, или необычные вообще изобретения и тому подобное, или вообще изменения, потому что с каждым годом, вы знаете, мы идем с ногом со временем, разная индустрия развивается в разных направлениях, и все время что-то усовершенствуется. Вот, поэтому еще в наверное, конце 2018 года мне на глаза попалась вот эта вот новинка, которую мы с вами сейчас и будем распаковывать. Я уже тогда думаю, блин, что-то необычное, реально шагнули вперед. Ну вот, хочу вместе с вами теперь это дело вскрыть, да, показать вам, что в нем я увидел необычного, для чего это, да, какие я вижу плюсы, какие я вижу минусы, да, ну и вы, чтобы, грубо говоря, знали, что такое существует. Поэтому поехали распаковывать вместе. Ну, вот она сама наша новинка. Это, короче, лебедка от компании Warn с очень интересным, необычным названием Axion и тому подобное, да. Вот то, что я ему говорил, что я ее еще в конце 2017-го углядел, как эта лебедка работала там долгое количество времени в неком бассейне, да, там, или аквариуме для рыб, но тем не менее. Лебедку мне предоставила компания Warn, дистрибьютор в России, за что им большое спасибо, да, то есть я ссылку их там оставлю, сможете идти посмотреть. Сейчас скажете, Миша, что-то, зачем нам это все дорогое? Но я согласен, не каждый может себе позволить такой продукт, но вы должны о нем знать, я считаю, да, вот, быть в курсе событий всех, да, что такое существует, и, возможно, там скоро не за горами из Азии к нам потянутся копии и тому подобное. Но сегодня не об этом, сегодня мы о оригинале, о нововведениях и разработках. Давайте уже распаковывать. Так, ну что, поехали. Если влез за орехами, да, тяжеленькая, а? Так, ну что, вы знаете, да, что у компании Warn есть линейки, которые делаются не в Америке, а в Китае. Они об этом пишут, да, вот мы сейчас, если здесь посмотрим с вами по вот этому штрих-коду, да, название здесь написано Country of Original United States. То есть, соответственно, вот это прям моделька у нас прям, ох, США, все дела. Ну что, открываем. Так, ну, с чего бы начать? Понятное дело, что сама лебедка лежит вот тут, да? Ну, начнем с всяких вот этих коробочек ненужных. Ну, что, провода обычные плюс-минус, как, ну, знаете, как с гондонами, вот этими всеми, как они все любят, с предсказаниями, что куда надо там делать. Бумажки в виде, видать, инструкций. Ну, кстати, я здесь не вижу русского языка. В основном английский, конечно, для кого-то это может быть проблема, но зато есть картинки, что как отличается и тому подобное. Так, в этом отсеке все ясно. Так, здесь что мы видим? Ну, это, грубо говоря, у нас всем известная вещь. Ничего революционного я в ней, так сказать, не вижу. Шарики, все катается как надо. Соответственно, крюк, да, пульт управления. Вот это, об этом мы уже будем разговаривать, конечно, отдельно, да, потому что это уже необычные вещи. Ну и всякие там болтики и тому подобное. Так, самое главное, вот оно. И вот сразу я вот прямо вам покажу. Это вещь, которая прям в глаза бросается, потому что она, ну, просто необычнейшей формы. И выглядит она необычно. Ну, посмотрите, а? Ну, посмотрите, красота какая. Ну, вот прям, прям пушка-лебедка, да, по-другому не скажешь. Вот прям сразу кажется, что-то здесь не то и что-то здесь другое. Поэтому давайте об этом все поподробнее. Сейчас я вам расскажу, а вот эту коробку я уберу, она здесь нам нафиг не нужна. Ну вот, достали мы данную красотку уже из коробки. Наверное, сейчас внимательный зритель, да, или кто вообще там заметил, скажет, что-то не хватает. Я с вами согласен. Чего не хватает? Соленоида не хватает, да? Мы уже привыкли к тому, что практически каждой лебедке, да не практически, а у каждой лебедки есть соленоид. Это отдельное устройство, еще куча проводов, которые вы должны там подсоединить по цветам, не перепутать направление, полярность и тому подобное, чтобы это все дело у вас заработало. Вот в данной же вариации, вот я вижу кнопку, да, я вижу провода, которые я просто цепляю на плюс, на минус, делаю вот так вот, щелк, подсоединяю провод управления, все, лебедку уже можно пользоваться. То есть
Минимизировались. А где же скажешь соленоид? Соленоид убрали вот сюда, внутрь к мотору. И даже, знаете, дали название необычное данному, так сказать, изделию или изобретению, как мотактор. Смешное, конечно, название, да, но оно прям действительно существует, и во многих каталогах так и написано мотактор. Данная лебедка имеет IP68, то бишь влагопылезащита. Первая цифра шестерка у нас отвечает за то, что в данное устройство не должна даже не попадать никакая пыль, да, а вторая цифра, соответственно, 8, у нас отвечает за то, что данная лебедка может работать в течение 30 минут под водой до 1 метра. Вы там его закинули, грубо говоря, и она там себе работает, крутится, вертится, ну, грубо говоря, не откажет вам никогда, да, не подведет. Хотя, я думаю, под водой, может быть, уже и квадрик совсем скроется, там уже только эвакуация до берега должна происходить. Но бывают аппараты серьезные, да, лифтованные и тому подобное. Конечно, вот данный процесс установки, ну, действительно, вот видите, там щелкнули, подкрутили, может справиться там ребенок. Все достаточно легко и просто. Кнопка, да, то есть необычная, сразу бросается в глаза, то есть полностью здесь она пластмассовая, но залитая, прорезиненная, соответственно, тоже никаких проблем у вас там с ней не должно возникнуть. Каждый коннектор, он тоже пылевлагозащищенный, но по-хорошему, конечно, можно смазки добавить, да, лишнего она не будет и не повредит. Давайте, наверное, с вами ее вот, ну, просто подключим к тому же самому джику, да, посмотрим, потому что я хотел бы вам рассказать немножко про данный пульт. Вот что здесь, видите, такой белый там пиньон непонятный, за что он отвечает. Так, ну что, значит, давайте прям вместе с вами по шурику все это дело подключим. Как бы не квадроцикл, конечно, мы все это дело цепляем, но тем не менее. Значит, вот смотрите, разъемы подключения силовых проводов, они подписаны, то бишь плюс-минус, вы ничего тут не перепутаете. Также они, грубо говоря, находятся в вот таких вот пластиковых стаканах, то что между ними какого-то там соединения произойти не может, то бишь здесь уже о вас позаботились. Ну и, соответственно, конечно же, присутствуют вот такие вот резиновые чехольчики, да, там гондончики, можете их назвать, или еще чем-то. Но, тем не менее, они здесь есть. Все, подключаем плюсовой провод. И, соответственно, сейчас еще минусовой кинем. Я тут не буду стараться как-то облагородить что-то. Конечно, по-хорошему, когда будете подключать, лишние провода желательно укоротить, чтобы было все у вас по фэншую, под ваш квадрик и по красоте. Что? Мы просто берем, соответственно, вот у нас то, что будет в комплекте, подключаем пульт, подключаем от лебедки то, что идет провод, опять же, вы тут не перепутайте, все направления, все есть. И останется у вас там подключить силовой кабель к аккумулятору плюс и минус. Но и ни в коем случае не думайте, что там, знаете, напрямую порой бывает, люди просто вот так вот коннект плюс аккумулятору. Это неправильно. Вам нужно обязательно найти плавающий плюс у вас от зажигания, же опять от прикуривателя, ну, без разницы от чего. Но главное, чтобы в случае какого-то ЧП, там, не знаю, у вас была возможность отключить, ну, поворотом ключа зажигания именно полностью питание, естественно, чтобы лебедка у вас отключилась. Подключаю управление тоже сюда. Опа, смотрите, вот у вас теперь появился вот такой индикатор. Слушайте, ну вот это индикатор не... Ой, страшно. Индикатор непростой. Что в нем такого необычного? Он не просто вам тупо показывает то, что лебедка включена. Он имеет различные цвета. И эти цвета вам показывают, что у вас там происходит за нагрузки, в каком состоянии сейчас работает мотор. Если у вас там уже все, пиковое приехали, он вам будет об этом сигнализировать и говорит: все, хорош, успокойся, иначе ты мотор сожгешь, тебе это нахрен не надо, братан, успокойся, заканчивай. Но это, я считаю, очень реально удобная вещь, когда вы сейчас разговариваете о том, что потеря там на витках, каких процентах и тому подобное, я смысла в этом не вижу, да, но вот именно вот эта фишка реально вам может спасти вас в тот момент, что надо порой уже, наверное, вытащиться, там, перемотаться в другое месте и дальше продолжить себе там тянуть, либо дать там лебедке остыть.
Показатель очень хороший, да, я считаю правильный. Ну, естественно, здесь же, знаете, еще какой я вижу большой плюс в том, то, что вы здесь никогда не перепутаете направление. Часто бывает, что люди лебедку подключают, там кнопка out работает на in, соответственно, in работает на out, да, ну, наоборот. И мало кто об этом заморачивается, но здесь такого не будет. Здесь все стрелочки показаны, там от себя, на себя и тому подобное. Здесь вы не перепутаете ни в коем случае. Ну что, есть некая, короче, вот тут IP68, да, конечно, погрузиться там на метр мы с вами не можем, да, и у меня нету какого-то, там, не знаю, бассейна специального, да, там, или аквариума. У меня есть зато ведро. Я вам предлагаю сейчас эту лебедку в это ведро запихнуть контактами, соответственно, в воду. Вот, и там ее, соответственно, включить, да, нажимать на кнопки управления и заодно запихнуть туда свою собственную руку. Ударит меня током или нет, пишите в своих комментариях. Я думаю, что мне, по идее, не должно это дело убить. Ну и вообще, как бы, можно положиться на вард. Думаю, что все там будет пучком. Загружаем лебедку туда. Так, там что-то про вытесненные жидкости же, да, нам там по физике говорили и тому подобное. Знаете что? Я думаю, что вот эти вот соединения мы тоже запихнем с вами туда. И я думаю, что на кнопку, которая, ну, пульт управления, я же тоже буду в воде нажимать. Там же индикатор у нас загорится и все тому подобное. Так что давайте попробуем. Так. Господа, что-то я очкую, Славик. Подаем питание. О, индикатор заработал. Ну что, жмыхаем. Током пока не убило. О, смотрите. Так, я здесь сейчас все водой залью. Ну, в общем, все работает. Скажем так, током меня не убило. Даже легкого жужжания ничего не было. Все герметично. Никаких ошибок, нигде ничего не выдает, соответственно, все работает. Ну и все в таком духе. Ну, я живой, даже без повреждений и тому подобное. Вы знаете, я оставил лебедку где-то минут на 40 полежать вот так вот в воде. Конечно, по-хорошему бы ее можно было вскрыть, но что-то мне кажется, что там все окейно и угонно. Вот. А вот коннекторы, наверное, я сейчас с вами хотел бы как раз таки вот прям вскрыть на видео, посмотреть, попала в них что туда вода или нет. Давайте прямо сейчас отсоединим. Так, для чистоты эксперимента, вот вода видна, давайте раскрывать его, смотрим, все сухо в районе кнопки, и следующий, соответственно, пин тоже раскроем, тоже все сухо, ну, герметичность действительно присутствует, только вот на окантовочке чуть-чуть там вот есть влага. Именно на окантовке. А так все там внутри сухое. Ну, грубо говоря, все это работает. Все это продумано. Ну что, в общем, вот у нас был такой небольшой тест-драйв. Конечно, говорить про полноценную ее пылевлагозащиту нужно через какое-то время, когда этим продуктом будут пользоваться достаточно долгое время. Но если, соответственно, производитель заявляет эти цифры, да, значит, они такие должны быть. Более того, дистрибьюторы там в России дают ту же самую гарантию год на вот все такие вот там поломки, если действительно туда попала вода и тому подобное. Но, опять же, можно, знаете, расхваливать, грубо говоря, долго, да, там, рассказывать про ее фишки и прочее. Нет, я лишь хотел вам показать, что вот появилась такая новинка с необычной формой, с отсутствием соленоида, да, с такой вот влагозащитой, с такими вот там плюшками, типа показателя датчика нагрузки данного изделия, выходит на строй или нет, да, и просто знакомить там с продуктом с новинкой. Но не бывает же ничего идеального, и там, чтобы все было, как говорится, в елочку. Бывают какие-то проблемы и минусы, которые, допустим, даже вижу я. Ну, давайте начнем с первого. Во-первых, это ее габариты. Я вам скажу так, что мне кажется, что не во все квадроциклы данная лебедка сможет влезть, да, и ей могут какие-то там пространства мешать, какие-то дуги, рамы, там, не знаю. Прежде чем купить такой продукт, мне кажется, вот она по форме, знаете, брусок мне напоминает. Вот нужно брать какой-то прям брусок, измерять вот эти вот размеры и вставлять в то место, где вы планируете поставить лебедку. Влезть она то или нет. Ну, вот нужно к этому подходить более тщательно и основательно. Мне кажется, это первый все-таки минус, это ее реальные габариты и размеры. Второе, что я как бы заметил, это в том, что мы же вот про вантажи там привыкли видеть всякие аксессуары, пульт дистанционного управления и все остальное. Здесь этого нет.
То бишь даже в комплекте я посмотрел, там ладно отсутствует, и в каком-то дополнительном как аксессуар я тоже это не заметил. Но вроде как компания Warner разрабатывает на эту тему всякие переходнички, и пульт должен со временем появиться. Ну, я думаю, может быть, братья из Азии тоже что-то уже там закумекают или придумают. Но, тем не менее, этот аксессуар отсутствует, и в комплекте вы тоже не найдете. Хотя что у ProEng вы раньше находили. Вот. Какой еще там, допустим, для меня минус? Она такая достаточно тоже увесистая, тяжелая, да, ну не сказать, что прям вау, как потяжелела, но чувствуется, что данная лебедка немножко потолстела. Кто гонится за весом, смотрите повнимательнее. В данной серии я не увидел какой-то модели серии 25, которые, знаете, ставили, грубо говоря, на легкие квадроциклы, что в свое время там Pro Vantage 2500 было для гризиков, было хватает. Сейчас, естественно, такого уже я вот не нашел в каталоге. И минимальное то, что я видел, это вот только 35-ка и пошло все там выше. Соответственно, ну, тут уже вам смотреть, выбирать, что нужно. Ну, по мощности Warner, знаете, не подведет. Всегда он там в этих показателях, как сказать, шел, можно сказать, с запасом. Что, наверное, еще глобально для меня, да, и для многих вас, это цена. То бишь, цена данной лебедки чуть выше 50 тысяч рублей. То есть у дистрибьютора можно найти, по-моему, 52 тысячи рублей она у них на сайте там висит. Я хочу сказать, что это достаточно недешево, да, и игрушка дорогая. Поэтому не каждый сможет себе ее позволить, плюс кому-то лебедка нафиг не нужна, кому-то это must-have, кто-то ей пользуется раз там в полгода, а может быть там и в год. Так что тут ничего не могу сказать, но реально дорого. За эти деньги можно купить, в принципе, две лебедки там, китайского производителя. Но кто хочет качество, уровень, вот такие вот там плюшки и прочее, красоту, наряженность, то вот, пожалуйста. Не могу сказать, что часто это будет там в наличии, да, по магазинам, но тем не менее, кто ищет, тот найдет, да, и сможет купить себе такую игрушку. Вот, это, соответственно, такие, может быть, ну, наверное, самый большой минус, который я вижу. Конечно, хочется такой продукт, чтобы он был по доступной цене, вот, и мы все с вами радовались, кайфовали, что у нас есть вот такие вот супер крутые лебедки. Также я считаю, что данную лебедку тоже придется обслуживать. То есть любая лебедка нужно все-таки взять за какую-то практику себе или подобие, что ее по-хорошему нужно в свое время делать ей ревизию. ТО, как мы делаем там на квадроцикле, там масло меняем и тому подобное. Также у лебедки ее нужно разбирать, смотреть, что там внутри, не попала ли действительно там вода, будь то эта модель или другая, да, и за ней ухаживать, там что-то мазать, что-то менять и тому подобное. Потому что чаще всего вот возникают такие проблемы о том, что там соленоид заклинил, либо мотор там вот набилась мочмала всякой с грязью и тому подобное, и он не может ее провернуть, а если провернул, то может что-то сломалось или оторвалось. Вот. И также у данной лебедки нету дискового тормоза. То бишь, если вы многие видели, да, когда там квадроциклы висят там на лебедке, да, там стопорятся, они держат хреновую тучу килограмм, ничего с этим не происходит. Данный вид тормоза здесь отсутствует. Здесь нету дискового тормоза, здесь там стоят обычные там трещотки. Вот, и такого, наверное, исполнения с повешиванием там на дереве вашего квадроцикла вы с ней не используете. Ну, в общем, конечно, данный обзор, возможно, отсутствует какого-то экшена и тому подобное, но хотелось вот вам вот так вот рассказать, показать о новинках, там, что происходит в индустрии, и вы теперь знаете, что такое Warner, Axion и тому подобное, и что меня током не убило, это тоже не может не радовать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, пишите там свое мнение о данной лебедке там в комментариях, можете написать, что у вас, какие истории были с владением Warner, потому что я тоже встречаю людей, которые говорят, что да, это шляпа, говно, оно не работает, ломается и тому подобное. Да, но из-за чего? Из-за того, что ее не обслуживали или там реально она сама все такая беспонтовая лебедка, поэтому пишите, рассказывайте, очень интересно послушать также ваше мнение. Вот, ну, а поскольку тема у нас анбоксинга, ну, вроде как людям понравилась, сказали, что давай делай, кто напишет в комментарии внизу под видео, что у нас в следующем будет обзоре, да, что мы покажем, так сказать, вам, что за новинка будет тут, на этом столе находиться, от меня будет небольшой подарок. В общем, всем спасибо, что посмотрели. До новых видео. Всем пока.